Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Максим Гольдар на связи прямо сейчас. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые люди. Ох, какая неделя у нас. Неделя просто качелей маятником, да, вот то все хорошо, все плохо, то все великолепно, замечательно, ужас, ужас и кошмар. Раздергали народ по-настоящему вот этими деланными победами. Трамп, исключительно Трамп, главный зритель вот этого всего ужаса, который происходил. Ему показывали фотографии Лавры на Г7, потом за него говорят, что он поменял свое отношение к войне. Сам он сказал, что я теперь буду включаться, с Ираном покончено, буду включаться в Украину. Но с Ираном не покончено. Да, да. Ну, то есть, получается, не будет включаться в Украину. Как оцениваете вот этот кровавый театр перед одним зрителем? Я оцениваю его как попытку сделать из этого зрителя и его окружения участников. Я считаю, что провокации, которые имели место по поводу бомбежек Подмосковья и Москвы с помощью БПЛА, не имели под собой и не несли никакого стратегического военного смысла, в том смысле, что сейчас победим и будет перелом на фронте благодаря этому. Я считаю, что это были исключительно провоцирующие Россию действия, как и заявление G7 о выделении новых денег на новые ракеты и БПЛА, заявление Великобритании о предоставлении Украине немного обогащенного урана, и вслед за этим заявление Firepoint о том, что да нам немножко времени нужно, технологии есть, чтобы обогатить его по-настоящему для ядерного оружия. Заявление о том, что готовятся собственные ракеты, которые будут обстреливать Москву и Петербург. Продолжение обстрела транспортных артерий. Заявление о том, что из Крыма сделаем остров. Обстрел, в конце концов, школьного автобуса, ну и так далее и тому подобное. Все это в совокупности направлено на то, чтобы спровоцировать Россию сегодня нанести удары по Украине оружием массового уничтожения. Я полагаю так. Иного варианта, иного объяснения происходящему дать не могу. Просто сделать это ради бравады? Нет, это не то. Никому это не интересно. Это нужно для того, чтобы Россия изменила тон в войне, начала применять оружие массового уничтожения. После этого превратилась полностью в страну-изгоя, от которой первое отвернутся союзники, в первую очередь Китай, по мнению тех, кто дирижирует этим процессом. Я акцентирую на этом ваше внимание. Они так считают, что так будет. От России отвернутся все ее союзники, она станет изгоем. Возможно, Америка трамповская, нынешняя Америка, пересмотрит свое отношение и примет максимально глубокое участие в этом конфликте. Имеется в виду возобновление поставок вооружения, возобновление поставок денег, а может быть какие-то локальные военные столкновения с российскими войсками. Кто знает. Я думаю, что и на это дирижеры нынешних провокаций направляют эти действия. И в дальнейшем, мне думается, по мнению тех, кто дирижирует процессом, в России в силу полной ее возможной, по их мнению, изоляции, возникнет внутреннее возмущение, которое повлечет за собой снос российской конструкции власти и в дальнейшем распад России на субъекты федерации. Ну а по частям забирать всегда намного проще и бороться намного проще, чем с огромной мощной страной. Почему еще раз хочу обратить внимание на мою оценку происшедшего? Почему я не аплодирую вот этим полетам БПЛА в Москву? Эти полеты в Москву не решают проблемы. Они не останавливают войну. Они не дают преимущества украинским войскам на фронте. Стало быть, они не несут в себе никакого иного
заряда военного, стратегического, победного, кроме как намеренная провокация на то, чтобы Россия применила оружие массового уничтожения. Мне кажется, что все сделано исключительно для этого. Да, вы правы, Трамп на сегодня зритель. Более того, Америка единственная страна в мире, нет, еще Китай, несомненно, Китай, которые приобретают от этого конфликта, приобретают капитально, лопатами. Претерпевают все. Украина, понятно, не берем уже во внимание. Она жертвенная овца в этом всем процессе, в этом всем кострище. Россия теряет, Европа теряет, Америка в шоколаде. Как, собственно, всегда было в 20 веке после или во время любой мировой войны и, соответственно, после мировой Так войны. а в каком шоколаде? Подождите, от чего А в шоколаде? в смысле, от чего в шоколаде? Ну, Военно-промышленный комплекс Америки, основной бенефициар того, что загорелось в Украине, основной спонсор так называемого американского дипстейта, благодаря войне в Украине заказами обеспечен на десятилетия вперед. Там денег сейчас столько, сколько они не видели, наверное, после Второй мировой войны. И уж тем более после того, как развалился Советский Союз. Они сегодня зарабатывают деньги, огромные большие деньги. Они сегодня сделали так, что Европа по отношению к ним не конкурентоспособна. Они сегодня перетянули к себе производство, выгодные, нужные производства. Они опять перенесли к себе туда финансовые центры, которые раньше, недавно еще располагались в Европе. В конце концов, то есть они очень сильно ослабили европейский континент как таковой. И с геополитической точки зрения они ослабили Россию. Кто бы там что в России обратное не говорил. Они ослабили Россию. Они укрепили свой инструмент влияния под названием НАТО. Я понимаю, что сегодня есть трение внутри НАТО, но между тем этот инструмент в сравнении с тем, что было до войны в Украине, достаточно окреп. Более того, он оброс новыми территориями. Более того, он оброс новыми вооружениями. Поэтому я думаю, что Америка в этом смысле бенефициар. И Америка в этом смысле чувствует себя прекрасно. Что касается Трампа и его нынешнего положения. В феврале месяце в одном из эфиров мы с вами обсуждали эту ситуацию с Ираном. И мы тогда с вами пришли к такому выводу совместному, что это была большая ошибка Трампа влезть в эту ситуацию, потому что победить Иран он сможет ядерным ударом. Наземными операциями он его не победит. И будет вот эта кеся-меся тянуться очень долго. А эта кеся-меся бьет по мировой экономике, и в том числе по экономике американских домохозяйств. Поэтому Трампу потребуется впоследствии придумать что-то для того, чтобы из конфликта выйти. Он сейчас пытается это сделать. Кто ему не дает? Он сам, его многосторонняя внутренняя личность? Или при этом действует еще израильское лобби? Или кто-то из окружения? Тут вариантов можно перебирать очень много. Но то, что для него сегодня это чрезвычайно важно, и это даст возможность ему и республиканцам передохнуть перед выборами, это даст возможность ему подсветить, допустим, того же Венса в качестве миротворца. Это все очевидно. Что касается Украины, и почему она, на мой взгляд, у него перед глазами не на первом плане. То, что там купол на одном из монастырей Киево-Печерской лавры загорелся, я думаю, его не то что не трогает, но он даже не знает, где эта лавра находится, и вообще не понимает, о чем идет речь. Он не православный, ему это не нужно. То, что из этого слепили картинку и попытались ее продать, не пошла эта картинка. По большому счету не пошла. По миру она не продалась. И Зеленский, плачущий или там грустный на фоне горящей лавры, не интересен миру оказался. Мир-то в основном католический или протестантский, не православный. Его нет. Мир это не тронуло. Трампу нужна мирная Украина, во всяком случае, перед выборами. Вряд ли Трампу нужен ядерный удар по Украине. Потому что в том числе противники Трампа там, в Америке, поставят ему это в вину. Демократы будут кричать, что это потому, что он перестал поддерживать Украину так, как поддерживали они. И вот видите, к чему это пришло. Россия совсем, они будут говорить, Россия совсем оборзела. Его собственные внутренние сторонники, республиканцы или в целом сторонники республиканской партии будут говорить о том, что ты же обещал, когда стал президентом, закрыть эту тему раз и навсегда. Уйти оттуда, забыть о ней, забрать все деньги
И еще с Зеленским разобраться за его коррупцию. Помните, как в фильме «Ликвидация»? Поймайте его, убейте его, наплюйте ему в рот. Вот ему будут закидывать это с двух сторон, и ничего хорошего он от этого не получит. Поэтому думаю, что у него еще, как он считает, есть тайм-аут на этот счет. И думаю, что в какое-то очень ближайшее обозримое будущее он будет вмешиваться в проблемы в Украине. Так, В том числе или в первую очередь, а, ну давайте насчет как. да. Как? Вот смотрите, сейчас Уже же... сегодня Трамп объявил в отношении Европы, выступая извините, Александр, ну, отвечу, на военной базе у себя там в США, он объявил, 350 миллиардов мы вам дали при Байдене по глупости, не вам, а в Украину влили, назад верните. Вы виноваты в этом конфликте. Вы виновники, он обращается к европейским лидерам. 350 миллиардов отдайте назад, тема не наша. Это один из, на мой взгляд, сигналов того, какую позицию все-таки изберет Трамп в отношении украинского конфликта дальнейшего. Вы правильно сделали замечание. За него кто-то сказал, что Трамп изменил свою позицию. Я даже напомню, кто этот кто-то. Макрон. Ну, Да. видите, вы засмеялись. Макрон такой кто-то. Макрон, который организовывал встречу с Зеленским, по моим данным, с единственной основной целью – упросить Трампа прекратить сегодня коррупционные расследования против верхушки Киева. Именно для этого, потому что европейские бонзы очень сильно боятся и понимают, куда может вывести это расследование, с кем делились эти деньги, кому доли отвозились, перечислялись, передавались опосредованно, либо не в деньгах, а в виде тех или иных акций или возможностей. Все это не так уж сложно раскручивать и потом предъявлять претензии. И вот в связи с этим я скажу, что один из серьезнейших рычагов влияния Трампа и его администрации на Украину – это именно антикоррупционные расследования. Вчера Венс опубликовал на своей странице одно из достаточно ярких таких расследований, где речь идет о миллиарде долларов, который украл там мошенник, и которого в другой стране поймали, экстрадировали, и сейчас он предстанет пред очи американского правосудия. И Венс эту тему, понятное дело, подхватывают те, кто должен подхватывать, разгоняют ее по соцсетям, разгоняют ее по телевизору и говорят об этом, тем самым повышая стоимость акций, условно, республиканской партии. Для них сделать то же самое по тем 400 миллионам, которые собирались, помните, Толси Габбард говорила, руководитель разведки США, бывшая уже, с сегодняшнего дня бывшая, она говорила о том, что 400 миллионов долларов это зафиксировано, это установлено, есть записи аудио, есть прослушки, просмотры и так далее, оперативные данные, которые подтверждают, что 400 миллионов долларов США планировалось перевести в адрес режима Зеленского от тогдашнего правительства Байдена для дальнейшего дележа и возврата этих денег в адрес демократов для их использования в выборном процессе против Трампа. Этот эпизод 100% будет раскручиваться. Равно как будет дан ход тому, о чем говорит Трамп по поводу того, что мы дали 350 миллиардов, где они? Он говорит, я не видел ни одного чека, я не видел ни одного счета, мы не знаем, куда делись эти деньги. Вспомните, какое дурацкое выражение лица было у Зеленского, когда ему задали вопрос, это было больше полугода назад, где 100 миллиардов, или 100 или 90, по-моему, 100 миллиардов, их не досчитались, я не знаю, я не в курсе, они пропали. Как это так? Короче говоря, полагаю, что... И, кстати говоря, сегодня еще 20 июня. Июнь не закончился. Это если в том плане, что... Окно возможностей, да. Мгм. Где же мои прогнозы по поводу июня? Я верю в то, что июнь еще покажет себя и даст Бог для Украины в хорошем смысле этого слова. Я верю в то, что антикоррупционная работа начнется очень плотно. А еще я знаю, что в Европе, там, где Зеленского обнимают, дарят ему медали, потом забирают эти медали. Ну, неважно, я сейчас не об этом, а о том, что в этой самой Европе сегодня на высшем уровне обсуждается вопрос смены этого человека. Вот это я знаю точно.
Вот таким образом я бы очертил свое видение прошедшей недели. Ну, смотрите, тут какой момент по поводу коррупционных скандалов и всего прочего. Всех действительно там перебили, волны и так далее. Но нас же интересует, ну, какой-то результат. Вы так все равно с надеждой смотрите на конец июня. Но откуда, в общем-то, ждать хорошим новостям? Федоров говорит, мы Крым отрезаем, пьем вот это все, то есть все уничтожим, захватим, заберем. Зеленский говорит, что неделя у тебя, А, Лукашенко, Лукашенко? Ну да. неделя у тебя, снимай ретрансляторы, там, не поставляй ну, бензин в России. И как бы смотрите, как круто получается. Вот неделя прошла, он же может выйти через неделю и сказать, что Лукашенко послушал. Но это же красота, понимаете? Это же красота воспаленного мозга, который бьется и пульсирует кровавыми вот этими жилками под этими, с этим серым веществом, выплескивающимся наружу. Ну, то вы же видите, как... Можно сказать, ретрансляторы. Я дал неделю. А, Лукашенко пока молчит. Ну, посмотрим, может, он через сутки скажет, как позже, да, посмотрим. На момент нашей беседы молчит. Ну, многие так смотрят и говорят, ну, молчит и правильно делает, потому что, а что ему сказать? Если он что-то скажет, он уже будет в этой игре, потому что через неделю выйдет Зеленский и скажет, так, а я сказал, а Лукашенко снял. А он что будет, выходить и говорить, я не снимал? Ну, то есть это и подстава перед Россией, это вся история. Даже с этим автобусом, который был обстрелян, погибла женщина белорусским, они же как сразу выкрутили? Вот мы перехватили какой-то документ российский, что это типа российские дроны. Это же сталкивание лбами Лукашенко и Путина, и на это сознательно играет Зеленский. Поэтому это такая комбинация. А внутри он показывает, какой я потужный и мощный, понимаете? То есть тут тоже вот так, вот мы имеем Я с вами дело согласен. с этими людьми, вот с такими людьми. Мы имеем дело с лживым манипулятором. На сегодняшний день, раньше этот человек, ничего не понимая в политике, прекрасно манипулировал зрителями в зале. Он великолепный актер, надо отдать ему должное. Он чрезвычайно талантливый, великолепный лицедей. Почему долгое время в христианском мире профессия актера подвергалась преследованиям и остракизму? Потому что считалось, что это брехливые, лживые люди по природе своей. Нельзя играть другую природу, чужую природу. Нельзя играть других людей, не обманывая. Нельзя, не получится. Это не моя точка зрения. Такая точка зрения долго была в западном цивилизованном мире. Зеленский прекрасно манипулировал огромными толпами, которые набивались в залы смотреть его выступления. Он прекрасно манипулировал там, где мог, на концертах частных, где он выступал за большие деньги. Потом он это все перенес в политику. Он обтерся, он многое узнал. Он увидел, что перед ним в основном такие же зрители. И что великие мира сего, многие из них, такие же зрители, которых он видел в зале. Поэтому он начал позволять себе играть с ними так же, как играл со зрителями на сцене 95-го квартала. И у него, как правило, проходило. Он натянул эту форму на себя, отрастил бороду, ходил неопрятным, заставлял таким себя принимать, хамил, грубил, наезжал вовсю, ну, как наглое второе счастье. И это работало практически кругом. Это не сработало в свое время в овальном кабинете, когда Трамп открыл рот, не знал, наверное, как себя повести, он такого не видел, такой наглости. А Венс очень четко осадил его и сказал, ты приперся сюда, в Белый дом, просить, и поэтому сидишь и хамишь. А ну-ка веди себя аккуратно. Там не сработало, но в целом работало. И сегодня работает. Вы правильно заметили. Вот он взял что-то, данул. А вот, смотрите, я ему дал неделю, сейчас мы тут посмотрим, мы тут быстро. Или там, я то сделал, я все сделал. Нам тут все помогают, а те все негодяи, а тут мы всех победим, отрежем, заберем и так далее. Это та же манипуляция и игра с украинцами, с украинскими мозгами, с украинским воображением, пониманием происходящего, ощущениями, как только намного более масштабная, намного более глобальная. Он, как талантливый актер,
старается переносить свои умения на намного более серьезную сцену. Это первое. Второе, что касается ситуации с Беларусью. Это тот же, туда же, в ту корзинку по поводу, я уверен, не стравливания Лукашенко с Путиным не получится. Там слишком серьезные связки-завязки. Прям очень серьезные. 23-й год это подтвердил. Я не хочу сейчас уточнять события, но думаю, вы как очень умный человек поймете, о чем я говорю. Там очень серьезные завязки. Стравить их и заставить их поссориться у него не получится. Его задача, и Лукашенко в этом смысле правильно говорит, втянуть Беларусь в войну против Украины, возможно, заставить Беларусь начать бомбить Украину теми там орешниками или что у нее там на территории сейчас размещено. Тем самым эскалировать ситуацию, тем самым и дальше достигнуть вот все-таки той цели, которую они пытаются достичь всеми сегодняшними инсинуациями, которые мы только что обсуждали. Иного другого толку в этом нет. Поверить в то, что украинская армия, которая сегодня по всей линии фронта, это не мои слова, это слова вот этого института войны, который, кстати, принадлежит семейству... Кто печенье раздавал на Майдане? Нуланд. Нуланд. Да, вот, который принадлежит семейству Нуланд, этот институт войны, и финансируется Демократической партией. Так вот, это их выводы, что по всему фронту идет медленное движение российских войск с востока на запад. Все равно оно идет. Село за селом, километр за километром. Не, там ничего себе село за селом. Там уже на подступах к Славянску эвакуируется очередная порция. Павлоград, Днепропетровской Да. области, Запорожье. Да, вы правильно поправили меня. Я согласен. То есть, таким образом получается, что я уверен, что Беларусь не будет реагировать сегодня какими-то резкими движениями, она не будет сегодня бросать все и вступать в конфликт. Украина не в состоянии развязать войну в отношении Беларуси и сделать так, как говорил Зеленский, а не то мы сами это все сделаем. Не в состоянии, не хватит сил, физических сил. Физические силы сейчас нужны на фронте там, на востоке Украины. И на северо-востоке, где село за селом забираются Сумская область, где забирается часть Харьковской области. Представить себе, что будет серьезная вылазка в Беларусь, я думаю, это нереально. А если она и будет, то думаю, что это будет плохая идея со стороны украинского командования. И закончится это все для тех, кого отправят на эту бойню, именно бойней. Поэтому думаю, что в данном конкретном случае речь идет об очередном концерте для зрителей, который устраивает Зеленский для того, чтобы показывать, что он в курсе, направляет, руководит, влияет, командует, и под его командованием все получается. Полагаю так. Вот смотрите. Я сегодня читаю, что то один чиновник украинский, то другой чиновник украинский сдают назад в Польшу эти медали, ордена и прочее. Что там им там надавали. Сдают. С одной стороны, я объясню, к чему я это сейчас привожу в пример. С одной стороны, наверное, это правильно с точки зрения лояльных чиновников. Если вы служите в правительстве Зеленского, если вы его чиновники, подчиненные, и вы не против его линии партии, то вы, соответственно, таким образом его поддерживаете, сдавая эти медали, кресты и звезды, что там им поляки надарили. С одной стороны, это так выглядит. В таком случае, конечно, хочется задать вопрос Зеленскому, правительству. Так а что вы только медали полякам отдаете? За последние почти 5 лет поляки дали Украине кучу денег, кучу оружия, кучу возможностей. Приютили миллионы украинцев. Так вы тогда верните назад все деньги, оружие, возможности. Заберите назад украинцев. Правда, этого Зеленский очень хочет, украинцы этого не хотят. Что же вы только медальки выдаете назад, возвращаете? Верните что-то посерьезнее. Но этого же, конечно, нет. Эти все жесты – это жесты на внутреннюю публику. Смотрите,
Но пасаран, мы сплочены, мы вокруг Зеленского все плотным кольцом, хотя на самом деле кольцо очень неплотное. Но мы вот объединились, и Сибиги, и кто там, посол, и Буданов, все, вернем все ордена. Это первая часть этого момента. Вторая часть этого момента. Я сейчас даже не заныриваюсь в историю, не хочу давать оценку УПА, АУН, Бандерам и Мельникам. Не нужно. Я о другом. Вот смотрите, президент страны, которая пятый год воюет, которая получает колоссальную поддержку от соседней страны. Деньгами, оружием, международной поддержкой, санкциями в отношении противника. Да всем, что только можно. Да? Ну, наверное, Польша сделала очень много для Украины и украинцев за эти годы. Вопрос. И ты знаешь, как президент, как поляки реагируют на эти все аббревиатуры. Для них АУН, УПА – это равно СС, Гестапо, СД, концлагеря, Треблинка, Освенцим. Для них это все знак равно. Волынская резня. Для чего сегодня, если ты называешь себя государственником, и делал бы так ли государственник? Для чего сегодня придумывать вот этот финт ушами, называть, что там, полк, дивизию или что он там назвал, УПА? Для чего это делать, когда легко просчитать, какая будет реакция от твоего ближайшего соседа и от твоего ближайшего союзника? Для чего ты это делаешь? Это объясняется несложно. Он не государственник и никогда им не был. Он надевает наряды, но это не значит, что он мыслит по-государственному. Абсолютно права Мендель, когда говорит, что его не интересуют проблемы государства Украина. И даже будущее слово «государство», словосочетание «государство Украины» его тоже не интересует. Личное позерство – да. Личное «эгегей, я могу, смотрите, как я могу» – тоже да. Какие-то моменты. Короче говоря, этим жестом он показал сегодня европейцам, очень классно показал. Почитайте, что пишут политики не Польши уже, политики Германии, политики Испании, политики Нидерландов, политики Греции о Зеленском. Если все подсуммировать, резюме такое у политиков европейских. Этому человеку нельзя доверять ни в коем случае. Он вообще не ценит дружбу. Он вообще не ценит обязы. Он вообще не ценит интересы других. Ему это не нужно. Он, а раз так, он не заслуживает доверия и не заслуживает поддержки. И в Европе сегодня эта тема обсуждается очень плотно. Очень плотно. Она не выказывается официальными лидерами, пока еще лидерами, в том числе Макроном, ему до 27-го тут осталось хер да ни хера, Мерцем, она не высказывается пока вслух, но к этому все идет. Ему не верят, он в глазах уже европейцев недостоин доверия. То американцы так к нему относились, теперь относятся к нему так и европейцы. И в этой ситуации с этим Белым Орлом, да, Белый Орел же. Я помню, группа раньше была Белый Орел. Да, Да, упоительные в помните, России да? вечера, да, помним. А помните, как в КВН ее переделали? Как бы, кстати, не 95-я команда, вот Днепропетровская. Как отвратительно в России по утрам, когда закончилась вчерашняя забава, и что-то левое храпит в постели справа, как отвратительно в России по утрам. Такая была переделка этой песни. Так вот, этой фишкой с Белым Орлом Навродский очень круто усадил Зеленского на жопу. Очень круто. Навродский очень круто сыграл в свой электорат. И я думаю, что ближайшие выборы в Польше будут за ним и за его политической силой. И он сковырнет премьер-министра, с которым у него сегодня конфликт, откровенный конфликт. В глазах поляков Навродский набрал очень много баллов тем, что забрал этот орден. В глазах украинцев Зеленский ничего особого не набрал. Вообще. Тем, что он уперся и не пошел навстречу полякам. Нужно идти навстречу союзникам. Это логично с точки зрения государственника. Но с точки зрения игрушки и игры, конечно, можно поступать как угодно. Это было сказано к тому, что на сегодняшний момент
Провокации – это один из способов сохранения власти Зеленского. Эскалация конфликта – один из вариантов, в которые он верит и верят те, кто его поддерживает, один из способов сохраниться, или единственный способ сохраниться во власти. Вы Так не может, привели сегодня... смотрите, можно же сохраниться во власти и не сохранить вообще ничего. Так, а власть над чем тогда ты сохраняешь? Ну, тут же тоже какой-то странная Смысл? взаимосвязь, да. Почему? А почему вы считаете, что его интересует будущее этой земли вообще? Почему? Если у него на востоке страны живут особи, на юге страны, это его слова, не мои, на юге страны у него живут не люди, потому что они другое приняли решение для себя в 2014 году. Почему вы считаете, что его интересует каким-то образом будущее этой страны? Последние полгода, да больше, он провел в заграничных вояжах. Уверен, что эти вояжи были направлены, кроме всего внешнего понта, на то, чтобы разложить то, что вывезено. Разложить по производствам, разложить по ценным бумагам, разложить по офшорам, разложить, затянуть в эту схему других, получить покровительство под будущий бизнес. Вспомните замечательный сюжет из «Мастера и Маргариты», ненавидимого киевской властью Булгакова. Когда горел ресторан Грибоедов, директор этого ресторана абсолютно спокойно в летнем пальто с двумя перевязанными балыками большими под мышкой стоял и смотрел на этот пожар. Потому что у него все нормально у этого директора. Балыки он вынес, я думаю, не только эти. Так и этот. Он сегодня играет по его мнению, до последнего, не особо интересуясь, чем все это для других людей закончится. В своем будущем он уверен. В случае, если, как вы говорите, управлять будет нечем, то есть, я так понимаю, вы в данные слова вкладываете, будут нанесены страшные какие-то удары и просто ничего не останется. Если вы об этом говорите, то в таком случае он видит себя абсолютно легитимным терпилой, который максимально боролся до конца, сделал все, что мог, но кто там, враги, орки и так далее, все сожгли, родную хату, и он теперь вот за рубежом себя нормально чувствует. Он как раз в случае, если так будет эскалироваться ситуация, и так она развернется, он считает, что он будет на плаву, он будет молодцом. Я думаю так. Я думаю так. Ну и Все. да, Да, долги спишет, да, все. в том числе. В том числе. Но вы же понимаете, что в долг Украине давались не деньги личные Мерца, кого там, BlackRock. BlackRock сейчас деньги свои очень классно выгребает с помощью процентов по долговым обязательствам Украины. Потом других лидеров Европы, директора Евросовета, председателя Еврокомиссии. Вы же понимаете, это не их были личные деньги. Это были деньги стран, стало быть, налогоплательщиков, как принято говорить на Западе. Они в этом смысле сильно не потеряют. Так произошло, так произошло. Мы поддерживали Украину, ну нет теперь Украины. Ну нет Украины, и денег нет, не с кого просить. И все, на том все и закончится. Более того, вы же понимаете, что если здесь экстраполировать ситуацию с маленького преступления на большое преступление, ну, как говорят, нет тела, нет дела. Имело место убийство, но трупа нет. Очень сложно доказывать потом вину убийцы. Очень сложно. Это я вам как следователь говорю. Потому что вы не сможете доказать, например, причину смерти. И точно так же экстраполируйте теперь это на Украину. Убили страну, ее больше нет. Все, закончили. Это как с их великим крадівництвом, будівництвом. Были какие-то дороги, деньги, миллиарды вливались, миллиарды воровались, но теперь нет дорог. Как расследовать дело по тому, сколько денег они украли на этом строительстве дорожном? Ведь эти дороги разбомблены, ну и так далее. То же самое и Украина. Ну, была страна, нет страны. Взятки гладкие. Вот примерно так. Я думаю, так в том числе рассуждают. Слишком на это похоже. Александр, нормальный человек не будет вызывать на свою страну, не будет вызывать
беду, эскалацию, не будет просить, чтобы ее бомбили его страну, не будет этого делать. Не будет говорить в одной фразе, причем. Я пытался соединить эти две вещи, когда он говорит, мы и там их победили, и там их победили, и вот сейчас и еще победим. Поэтому вы давайте, если что, прячьтесь, уважаемые люди, потому что они сейчас усилят бомбежку. Путин слабеет, Да, но вы прячьтесь. Да, он слабеет, поэтому вы прячьтесь. Ничего не понимаешь. Что имелось в виду? Так он слабеет или прячьтесь? Ну, такая какофония, по большому счету. Все, что, все, что сегодня происходит со стороны режима, исключительно работает не на сбережение страны, а исключительно работает на сбережение этого самого, сохранение этого самого режима. Страна же ставится под удар. Страна взята в заложники. Это слишком очевидно. Полагаю так. Как освобождать заложников? Вот давайте такую хорошую, четкую, ясную параллель. Вы как человек, ну, вы не спецназовец, конечно, в том В том-то и плане. дело, я хотел обратить Да. ваше внимание на это. Я не спецназовец. Ну, имеется в виду, в правоохранительной структуре всю жизнь проработали, то есть, вот как вот их освободить, вот таких заложников? Тех, которые завтра пойдут в Киеве на ЛГБТ Прайд. Ну, завтра же в Киеве Прайд. Я не знаю, я не слежу за А такими вещами. правый сектор говорит, и мы пойдем, мы за традиционные ценности. И вот, понимаете, вот эта вот неделя же аховская, то есть, что крутят как мозги украинцам этим, понимаете? Но прайд в Киеве. Война? Не помеха. То есть, военное положение подразумевает то, что нельзя собираться, нельзя проводить массовое... Ну, это же... Это опасно, конечно. Ну, то есть, а можно, прайд можно, или какой-нибудь митинг заказной для власти, тот, который выгоден, тоже можно. Кличка можно пойти посносить на митинге, этот как всегда. То есть, о функциях безопасности никто не думает, о функциях вообще никто ни о чем не думает, понимаете? То есть, давайте ЛГБТ поддержим. А чего? Это ж так модно, это ж так нужно. Зарабатывают поддержку в Европе. А вы говорите, Европа хочет сносить Зеленского. Я знаю, что они хотят сместить Зеленского. У меня в этом нет сомнений. Что касается того, зачем устраивать эти шествия, но я в целом противник подобной пропаганды. Я правда противник подобной пропаганды. Я не считаю, что нужно человеку взрослому диктовать, как ему и с кем жить. Как говорила Раневская в свое время, ее позвали на партийный разбор одного артиста, который был в этом увлечен. И сказали, а теперь вот слово народной артистке Фаине Георгиевне, давайте, погоняйте его. Она говорит, вы знаете, я считаю, уважаемые товарищи, что каждый волен распоряжаться своей жопой по своему собственному усмотрению. Поэтому я беру свою и вы нафиг с вашего собрания. Так вот, я считаю похожим образом, хотя я противник шествий, пропаганды, навязываний, того, что в последнее время стало, на мой взгляд, к сожалению, нормой. Может быть, это будет злая шутка, но может это специально этот ЛГБТ-прайд туда выводят в военное время вместе с нациками из правого сектора для какой-то цели. Несколько недель назад в Шевченковском районе Киева проводились большие спортивные мероприятия на выходные дни. И участниками этих спортивных мероприятий было несколько сотен детей с разных районов Киева и Киевщины. Точно такой же вопрос, и причем намного более острый и болезненный. Детей вы зачем собираете кучами на стадионах, еще где-то? Для чего? С какой целью? Вы не знаете... ровно за день до этого Зеленский говорил о том, что, смотрите, могут бабахать. Вы почему не запрещаете подобные... Почему власть не запрещает подобные мероприятия? Ведь это чрезвычайно ужасный, рискованный момент. Причем погибнут-то дети, что... И ответ в этом случае у меня лично один. Это намеренно сделано было. Это намеренно было проведено, это намеренно на это было дано разрешение. Потому что у кого-то в его, как вы в начале видео сказали, в воспаленном мозгу было желание кровавой картинки с перемешанными телами детворы.
Нужна была такая картинка. Слава богу, она не случилась, эта картинка. Слава богу, ни русские, ни нерусские ничего туда не запустили. А ведь могли. В уголовном праве есть такое понятие косвенный умысел. Косвенный умысел – это когда преступник предпринимает действия с целью наступления последствий, желает наступления последствий, не желает, чтобы, вернее, не так, понимает, что эти последствия от его действий могут наступить, и в принципе позитивно допускает это. То есть его устроит наступление этих последствий. Не просто он, знаете ли, халатно относится к ситуации, в том смысле, что ну будет как будет, а он именно где-то внутри позитивно допускает, что такое произойдет. Допустим, человек толкает другого человека, друг друга толкает с моста, зная о том, что его друг не умеет плавать. В таком случае он четко понимает, что, скорее всего, его друг утонет. Вот эту ситуацию с детворой в Киеве я оцениваю точно так же. Это было умышленное преступление, направленное на то, именно преступление, не халатность, не просто халатность. Умышленное преступление, именно направленное на то, чтобы туда, где эта детвора собиралась, прилетело что-то, а потом показывать по всему миру картинки с ужасами и тем самым выезжать на этом, ничего другого не сделав. Касательно... Это касательно прайдов и Нет, касательно прайдов я хотел бы добавить нациков. еще, с вашего позволения, что... Ну, вы же видите, Вы как бы... директор программы. Нет, Тут ваше я позволение. как бы, смотрите, я как бы просто в каком-то дичайшем шоке организаторов крестного хода из Стороженца к монастырю Красноильскую, да, оштрафовали, объяснили, во время военного положения крестные ходы в Украине запрещены. Ну, то есть, ну и взяли и оштрафовали. Люди хотят понять, в принципе, ну там, Княжицкий депутат недавно там где-то рассказывал, Порошенко этот, который свободой слова там курил, хозяин канала ТВА, как-то там было. Да-да-да. Угу. Он вообще говорит, слушайте, так эти православные вот эти из УПЦ, они вообще какие-то сектанты. Как сектанты ходят по крестному ходу. Представляете? А ПЦУ не сектанты, а эти сектанты. Им нельзя собираться в крестный ход помолиться, понимаете, в такое тяжелое на самом деле время, тяжелое. Причем где? Где-то там, вот там, в тылах, там, никого не подвергая никакому риску. То есть мы стали как бы какими-то... Ну вот нас перепрошили, понимаете? Нас Вот, нет. ну смотрите, я имею в виду общество как таковое, Многих, да, украинское. нас нет. Да, вы правы. Перепрошили, все. Ну какой крестный ход? Штраф тебе. А Киев, ну это же Киев Прайд. А вот эти нацики, которые против него выйдут, так они же как бы тоже имеют право. Демократия, смотрите, как хорошо. Пока у этих демократия, одних отбитых на всю голову, и вторых психически больных. Я просто напомню, что в советской медицине это считалось болезнью. Вот это отклонение, девиантное поведение такого типа. Ну, поэтому я так выразился. Поэтому не сочтите, уважаемые, за дискриминацию. То есть пока больные и оторванные между собой там выясняют, у них демократия, у людей, которые помолиться хотят, штраф. Вот представляете, какая классная картина общества? Я представляю, вы классно, кстати, подметили. Если одной фразой это передать, Украина сегодня выглядит так, что с крестами нельзя, а с писюнами наголо можно. Если вот все это оценить, да. Да, к сожалению, страна больна, и общество нездорово, и это понятно. И война добавила в это все очень много. Война стала катализатором усиления всех симптомов, и это, конечно же, плохо, это, конечно же, ненормально. Касательно Княжицких и прочих прихвостней Порошенко, равно как и его самого, я хочу напомнить, что он, по-моему, клириком служил в Украинской Православной Церкви. И сам в крестных ходах участвовал, и сам каплычку имеет на территории одного из своих поместий. Я уверен, и Княжицкий там тоже земные поклоны бил. Я к тому, что оценивать
иначе слова этих предателей-перевертней, кроме как слова предателей-перевертнев, не нужно. Они конченые, у них нет ничего святого, у них нет ничего родного. Они запроданцы, и они национал-предатели. Они сегодня продают ту церковь, в которую они бегали, и где они поклоны били, и они сегодня ее продают и предают. Кстати, именно Порошенко ведь стоял у истоков продажи и развала Украинской Православной Церкви и гонений на Украинскую Православную Церковь, равно как все его шакалы-окруженцы. От них ничего другого ждать не нужно. Я в этой связи верю просто в то, что Украинская Православная Церковь переживала и не такое, переживет и этих, и все вернется на круги своя. Я в это верю. Смотрите, с 22 года гонения на Украинскую Православную Церковь усилились не просто многократно, а в геометрической прогрессии. Наверное, в тюрьмы бросали священников православных в 30-е годы, 20-е, 30-е. Уже даже в 40-е их не бросали в тюрьмы. А в 50-е вообще послабление пошло в этом смысле. И Сталин попустил. Людей не сажали в тюрьмы. Сейчас при Зеленском священников православной церкви кидают в тюрьмы. Причем не молодых людей, причем больных людей, как правило. Хронически больных, тяжело больных. Но их кидают в тюрьмы. Для чего? Ради пыток, ради страха. Это ясно все. И основу этому заложил в свое время Порошенко. Забывать этого не нужно. Он придумал ПЦУ. Так вот, с того времени из УПЦ, несмотря на насильственные захваты храмов, несмотря на захваты лавр, в том числе Киево-Печерской лавры, в ПЦУ перешло где-то 10% прихожан Украинской Православной Церкви. 10%. Всего 10-я часть. Народ знает, что такое настоящая вера. И народ сердцем и душой чувствует, что такое пустышка, что такое подделка. Особенно, если этой пустышкой и подделкой руководят лжецы и предатели, которые собственных учителей продали. Если кто-то забыл, то напомню. Директор ПЦУ Епифан, бывший самый ближайший помощник покойного предстоятеля Украинской Православной Церкви, Киевского патриархата, как его звали? Ларета? Филарета. Он недавно умер, да. Филарет перед смертью требовал, чтобы его ни в коем случае ПЦУшники не отпевали. Он понимал, что они создали. Он понимал, что это за организация. Он понимал, что он виноват очень сильно, что пошел на раскол, что потом отдал ту созданную им УПЦ КП в основу ПЦУ. Так ПЦУшники забрали храмы УПЦ КП, забрали соборы Михайловский и Владимирский в Киеве, пообещали Филарету, что он будет генеральным директором новой ПЦУ, а потом кинули его, отстранили, запретили службы вести в этих самых храмах. И это сделал его бывший ближайший ученик и соратник. Люди фальшивку сердцем и душой чувствуют. А теперь экстраполирую этот ответ на ваш вопрос о том, как заложников спасать. У меня не изменилось мнение по этому поводу. Народу, безоружному народу, особенно когда мужская часть населения либо покинула страну, либо на фронте, чрезвычайно сложно бороться с карательной системой, которая в Украине выстроена. С полицаями, с СБУшниками, с милитарными подразделениями, которые на зарплате у СБУшников, ну и так далее. С этими гвардейцами, как бы национальными. Очень сложно, не получится. И мое мнение не изменилось. Катализатором внутренних изменений, скорее всего, будет армия. Что нужно для того, чтобы армия это сделала? Полагаю, несколько событий и небольшое время. Все к этому идет. Все к этому идет. Исторически, особенно на теренах нашої держави, і тоді, коли вона була державою, і тоді, коли вона не була ще державою, а була лише частиною імперії, там, тощо. Исторически, как только на фронте возникали серьезнейшие проблемы, и где-то происходил прорыв, разрыв, как угодно это назовите, с большим количеством жертв,
все начинало откатываться с фронта и стройными или нестройными рядами катиться дальше по всей территории страны. Я думаю, что такой риск у Украины сегодня очень серьезный и есть. Почему он очень серьезный? Потому что потом военные, которые будут заходить в города, не будут разбирать, кто хороший, кто плохой. Они будут вспоминать, как они погибали на фронте, как они голодали. Помните, у вас, по-моему, в эфире были эти парни худые, как с концлагеря. Видео, я имею в виду. И как жирел, например, Киев, какие шикарные тачки по нему катались, какие симпатичные, ну и так далее. Жизнепровождение, времяпровождение себе позволяли чиновники и коммерсанты. Я думаю, что здесь очень серьезен гражданский конфликт или перерост в гражданский конфликт и в гражданскую резню. Я думаю, что такой риск очень серьезный есть. Это первый вариант развития событий. Второй вариант развития событий – это когда сама армия перестанет выполнять приказы того, кто себя называет верховным командующим, и с помощью или руководимая теми или иными авторитетными в армии офицерами и генералами примет на себя решение о смене действующего режима в Украине. Я думаю, это второй вариант развития событий. Ну, тогда это, Армия, да, тогда этой армии должно что-то угрожать, понимаете? Армию да, уже, я поэтому это и сказал в уже самом начале. кинули, понимаете? Тут же очень интересный момент. Угроза армии тогда в таком случае должна быть или внутри, ну, изнутри, давайте так, или снаружи, да? Изнутри, снаружи это фронт, о чем вы сказали, что прорывы фронта, тяжелые там потери и так далее. А изнутри, слушайте, ну это позорище. Выходит Федоров, и так и сяк, и Крым вообще, все скоро будет задница в Крыму, и такая замечательная реформа, и СЗЧшники, ну если не вернетесь там до какого-то июля, по-моему, то все, у вас будет уголовные суды над вами, короче, приговоры, мы вас заставим, мы, короче, вас найдем, и зарплаты повысим, довольствие поднимем, и иностранцев напередок наберем, и все-все-все. А потом приходят новости, что, ну, может, осенью подымут эти зарплаты, о которых они трубили всю прошлую, позапрошлую неделю. Ну, то есть, получается, денег нет на зарплаты. И тут становится очень интересный вопрос, да, когда, так а за что воюет солдат? За что? Верное замечание. Когда у него доплат этих нет, 3 копейки, 2 рубля, условно, а, курс гривны бьет рекорды неделя в неделю. Новый, то евро, то доллар, то евро, то доллар. Новый антирекорд, новый антирекорд, новый антирекорд. То есть цены, все понятно. Логистика шарашится, сейчас выносятся эти все. Ты ничего не отправишь, не перешлешь. Ну, то есть ты немножко понимаешь, в каких условиях ты находишься. Поэтому тут как бы и снаружи, и изнутри. Тут идет... Добавьте еще к этому изнутри работу заградотрядов, которые убивают своих же солдат, которые боятся и пытаются покинуть части, убегают. И добавьте работу службы военной контрразведки, которая, в принципе, внутри армии давно стала карательным органом. Как знаете, раньше особисты были. Так вот, сегодня на себя приняла эту функцию эта организация. Всегда были конфликты внутри армии между карателями и между обычными армейцами. Но обычных армейцев и обычных офицеров намного больше, чем карательных служб внутри армии. Это раз. Два. Давайте напомним людям, а в первую очередь людям, носящим форму, и сегодня служащим и в Украине, и тем, которые развесили уши и слушают Федоровых, Зеленских. А напомним вот о чем. По самым скромным подсчетам, таких людей, ветеранов, будет в Украине по окончании войны не меньше 6 миллионов человек. 6 миллионов человек. В стране, в которой отсутствует производство, в стране, в которой, как вы заметили, разбомблена энергетика и логистика, в стране, которую нужно еще строить, восстанавливать, если даст Бог к этому все придет. 6 миллионов человек. Примерный бюджет на содержание этих 6 миллионов человек, я имею в виду пенсии, выходные пособия, военные довольствия, выплаты по инвалидностям, примерно в год нужно 30 миллиардов долларов. 30 миллиардов долларов в год
на содержание только ветеранов. Когда Украина не воевала, ее валовый продукт составлял, то есть валовый продукт – это все, что произведено в стране. Продукты, продукция и услуги – это основа валового продукта. Так вот, ее валовый продукт с приписками, надутый, составлял порядка 100 миллиардов долларов. Реальный, вот такой настоящий, который можно было бы пощупать руками, в половину меньше, 50 миллиардов долларов. Но не генерировала больше наша страна. Остальное дописывалось займами, налогами. Налоги у нас, представьте, включались в валовый продукт украинский. Но я сейчас вот о чем. Страна, которая в мирное время производила реально работ, услуг и продукции на 50 миллиардов долларов, пусть на 60 миллиардов долларов, а сегодня у нее 70% экономики внутренней отсутствует, может быть больше, я думаю больше, никак не сможет платить 30 миллиардов долларов людям, которые придут с фронта. Никак, ни при каких обстоятельствах. Деньги сегодня, которые дает Запад на зарплаты и вот на те обещанки, цатянки, да, по 30 тысяч, ой, по 300 тысяч, да, сейчас Зеленский заявил, что он денег даст. Деньги эти дают живым, которые готовы воевать. Война закончится, никто ничего давать не будет. Никто не будет финансировать зачем-то. Запад просто этого не понимает. Запад – это капиталистическое общество. Там, сейчас одну фразу приведу, чтобы было понятно для военных. Никто не будет давать эти 30 миллиардов долларов. Короче, люди, которые вернутся с войны, останутся в стране, где они никому не будут нужны. Как минимум, они точно не будут нужны режиму, пока еще действующему. И как минимум, они не будут нужны Западу. А они в основном будут больные, калеки и так далее, и инвалиды. Не будут платить эти деньги. А фразу, которую я хочу привести, сказал министр обороны Бельгии. Он сказал: пока украинцы продают свои жизни, у нас есть еще 2 года для вооружений, перевооружений и так далее. Вот так там относятся к Украине, к украинцам, к войне, к гибели, к смертям. Вот именно так, никак по-другому. И это хотелось бы, чтобы, конечно же, услышал каждый военный и сделал для себя вывод о том, что происходит, и к чему их, и куда их ведут. Я думаю, что все-таки, как вы подметили, и внутренний, и внешний катализатор будут иметь место. Полагаю, что армия – это первый претендент на то, чтобы изменить ситуацию в стране, а самое главное, на верхушке страны. Вот так. Максим Гольдар был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Всего наилучшего. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.